Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Нашлись у меня обрезки, остатки от пошива школьной формы. Ткань хорошая, плотная, но кусочки узкие. Из них смогла нарезать полоски шириной 7 сантиметров, а длина самая разная. Блоки будем отшивать на клеевом флизелине. Мне так удобнее работать. Ткани у нас самой разной плотности, а клеевая основа их все выровняет. Нужно нам 4 квадрата из флизелина 23 на 23 сантиметра. И сразу же замеряем диагональ 33 сантиметра. Запомните эту цифру, чтобы ваши центральные части не оказались короткими. Я все выкраиваю на глазок, сразу ничего не отрезаю. Подравнивать будем потом, в самом конце. И из цветной ткани накроила прямоугольников размером 7 на 15 сантиметров. 6 штук разных оттенков красного. Ткани могут быть разной фактуры. И портьерная ткань, и хлопок, и атлас. Так интересней. И выкроем 2 зеленых прямоугольника. Все цветные детали раскладываем на 2 кучки. А теперь к длинной серой полоске под углом 90 градусов прикладываем цветную деталь. Закалываем булавочкой и намечаем диагонали. Сами понимаете, детали выкраивала из обрезков от обрезков. Почему сразу не делаем срез 45 градусов? Потому что ткани нестабильные, подвижные, шов может растянуться. Вот все то же самое мы проделываем и с остальными деталями, красными. Обратите внимание, в каждой кучке мы шьем детали в зеркальном отображении. А теперь будем прокладывать строчку. Шьем гирляндой одну деталь за другой. Нитки не обрываем. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. После этого разрезаем нитки между отшитыми деталями и отрезаем ненужные уголочки. А теперь надо хорошо проутюжить эти заготовки. На кусках флизелина наметим диагональ и укладываем наши лоскутные ленты лицом к лицу, совмещая так, чтобы линия шва совпадала с диагональю. Совмещаем начало цветных участков и закалываем булавочками. То же самое мы делаем и со всеми другими деталями. Посмотрите, вот так я приспособилась прокладывать строчку. Флизелин полупрозрачный. Хорошо видно линии шва. Так, а вот теперь смотрите, какие детали у нас получились. Теперь надо все разутюжить. Подготовленные заготовки переворачиваем на изнаночную сторону и аккуратно отрезаем все лишнее. Проверяем правильность стыковки. А вот теперь нам надо закрыть оставшиеся углы. Если у вас много ткани, то можно взять большие треугольники и сразу же все зашить. А у меня есть только полоски. После того, как пришили второй ряд полосок с обеих сторон, все проутюживаем и отрезаем лишнее. Вы видите, что узор становится все интересней. Как вы помните, серые полоски у меня были разных оттенков. И от этого все полотно становится интересней, как лучи
отходят в разные стороны. Когда закрыли уголочки, уже третьим рядом полосок окончательно проутюживаем и подравниваем заготовки. Теперь собираем узор и сшиваем все в одно полотно. Как это сделать быстро и просто, я уже показывала. К нашему цветочку можно пришить стебель. У меня это кусочек зеленой ленты. Блок получился размером 43 на 43 сантиметра. Мои самые внимательные зрители помнят, что этот блок мы шили чуть раньше, а сейчас настал его звездный час. Хотя с изнаночной стороны все швы закрыты, но все-таки лучше дополнительно ее закрыть и простегать. Даже если нет больших кусков утеплителя, можно соединить вместе несколько маленьких. Укладываем наши ткани и скалываем их английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. И намечаем линии стежки. Как стегать, каждая мастерица решает сама. А мне захотелось подчеркнуть острые углы, форму звездного цветка. Цветные ткани были разной плотности, не все легли так, как хотелось. Но будем считать, что это живой цветок, его ветром так и загнуло. Смотрите, стежка получилась очень интересная, немного объемная. Лучше всего линии стежки видно на изнанке. Заготовку проутюживаем, подравниваем и отрезаем лишнюю ткань. Сделаем с этим цветком декоративную наволочку с клапаном. Показываю, как это сделать правильно. Сначала обрабатываем подгибкой край широкой детали для обратной стороны. Потом его пришиваем с 3 сторон. А уже после этого закрываем вход в наволочку клапаном, более узким куском ткани. Мне повезло, у меня нашелся большой плотный кусок мебельной ткани. Получившуюся наволочку выворачиваем. Углы можно не обрезать, а аккуратно подвернуть и заправить внутрь. И получилась у нас прекрасная декоративная наволочка. Знаете, девочки, я поняла, что подушек я уже нашила много. А теперь шью наволочки для хранения пледов и одеял. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Вы уже видели на моем канале варианты таких звезд в синем и сиреневом цвете. А здесь получился
цветок. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!